Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на своем канале. Меня зовут Ирина. Сегодня мы поговорим о том, как и почему мы подбираем себе партнеров. Наши партнеры – это наше отражение, но они отражают не то, кем мы хотим быть, а то, что внутри нарушено между нашими внутренними полюсами, между нашим внутренним мужчиной и нашей внутренней женщиной, между нашими инь и янь. Давайте разберемся, почему нам попадается тот или иной партнер, что он хочет нам показать своим поведением и как изменить его поведение, если оно нам не нравится. Сегодня мы об этом поговорим и разберем все на конкретных примерах. Почему мы так часто ощущаем боль в отношениях? Почему партнер не слышит, вторгается, отталкивает, подавляет? А может, это не он? Может, все началось гораздо раньше, внутри нас самих? У каждого из нас внутри есть два начала. Инь – мягкое, чувствующее, принимающее, вдохновляющее. Ян – структурный, ясный, защищающий, действующий. Когда они в балансе, мы спокойны, целостны, устойчивы. Но когда один из аспектов подавлен, отвергнут или ослаблен, начинаются внутренние конфликты. И тогда появляется он или она, наш внешний партнер, который точно отразит то, что мы не хотим увидеть. Он будет нарушать наши границы, потому что мы сами их не чувствуем. Он будет слабым, потому что наш внутренний мужчина потерял силу. Он будет холодным, потому что наша внутренняя женщина больше не доверяет. Это фильм про то, как разделенность внутри рождает боль снаружи, и как, возвращая баланс в себе, мы исцеляем весь мир вокруг. Если внутри нет согласия, снаружи будет конфликт. Если внутри не уважаем свои границы, внешний мир нарушит их. Если отвергаем свою силу, партнер станет агрессором. Если подавляем свою мягкость, рядом окажется холод. У каждого из нас, и у мужчин, и у женщин, внутри живут два полюса, две силы. Внутреннее мужское – это структура. Это тот, кто говорит: «Я справлюсь, я тебя защищу, я проведу тебя сквозь хаос». Он отвечает за ясность мыслей, умение ставить цели, границы, действия, силу воли, ответственность. Это внутренняя опора, внутренний каркас. Он не всегда говорит вслух, но он знает, куда идти. Когда внутренний мужчина здоров, мы чувствуем себя уверенно. Мы умеем сказать «нет», мы не теряем себя в отношениях. Мы умеем делать шаги, не теряя душу. А когда он подавлен, мы боимся действовать. Мы идем на поводу, зависим от чужого мнения, теряем уважение к себе. А иногда он становится тенью, жестким, холодным, контролирующим. Тогда мы не слышим ни себя, ни других. Внутреннее женское – это поток. Это та, кто чувствует, кто творит, кто плачет и поет одновременно. Она – интуиция, вдохновение, принятие. Она говорит: просто будь, почувствуй, не спеши, позволь. Она живет в теле, в дыхании, в тишине. Когда внутренняя женщина здорова, мы в контакте с собой, умеем чувствовать желание, создаем красоту, доверяем интуиции, проявляем мягкость без слабости. А когда она подавлена, мы не слышим, чего хотим, уходим в контроль, живем по чужим правилам, боимся быть живыми. А когда она искажена, мы манипулируем, зависим от эмоций, становимся хаосом без центра. Эти два начала должны не бороться, а любить друг друга. Мужское без женского – сухо, жестко, холодно. Женское без мужского – размыто, неустойчиво, бесформенно. Только вместе они дают целостность. Только вместе они создают пространство, в котором быть собой комфортно и уютно. Вот почему говорят:
что важно в первую очередь любить и выбирать именно себя, так как, поняв себя и свою внутреннюю природу, ты сделаешь счастливыми и своего партнера, и всех, кто тебя окружает. Представьте мужчину, который хочет начать свое дело. В нем рождается идея, тонкая, вдохновляющая. Это говорит его внутренняя женщина. Я чувствую, это мое, это откликается в сердце. Я хочу творить, делиться, вдохновляться в этом процессе. И тогда включается его внутренний мужчина. Он не спорит, он не обесценивает. Он говорит: «Хорошо, я с тобой. Давай подумаем, как это можно реализовать. Я проложу путь. Я защищу тебя. Я возьму на себя ответственность». Женская часть, интуитивная, творческая, дает направление и смысл. Мужская структурирует, оформляет, действует. Вместе они создают проект, который наполнен душой, движение, в котором есть ясность и гибкость, дело, в котором есть и тепло, и результат. Это и есть внутренний союз, не борьба, а взаимное уважение. Она чувствует, он воплощает. Она вдохновляет, он защищает. Она мечтает, он действует. Она река, он берега. Представьте женщину, у которой появляется идея, желание. Она чувствует: я больше не хочу работать там, где не уважают. Я хочу уйти, я хочу творить. Это больше не мое. Это говорит ее внутренняя женщина. Тонко, честно, чувствительно. Но ее внутренний мужчина, искаженный, ослабленный, недоверчивый, не слышит или говорит так: «Ты что, с ума сошла? Уйдешь, и кто будет платить за квартиру? Ты что вообще можешь? Сиди и терпи, как все, не выдумывай». Или он вообще отсутствует. И тогда она мечется между эмоциями, страхами, зависимостью от чужого мнения. Решение не принимается, внутри хаос, снаружи беспомощность. Женская часть чувствует, но не может проявиться. Мужская часть не поддерживает, а подавляет. Это внутренняя тюрьма, когда один аспект ослеп, а другой онемел. И тогда на сцену выходит внешний партнер, мужчина, который не слышит, контролирует, обесценивает. Или наоборот, мужчина, который не берет ответственность, прячется, боится сделать шаг. Это не случайно, это отражение внутренней битвы. Битвы женщины и мужчины внутри одного человека. Когда этот союз внутри нас нарушен, мы или тонем в эмоциях, или застреваем в сухой логике. Но когда он есть, мы живем и творим из целостности. И именно тогда внешние отношения начинают исцеляться сами собой. Ведь никто не может уважать нас, если мы внутри сами себя не слышим и не поддерживаем. Конфликт внутри, когда мужское и женское говорят на разных языках. Этот конфликт внутри нас может выглядеть по-разному. Иногда он тихий, почти незаметный, а иногда болезненный, громкий, срывающийся голос души. Давайте разберем разные варианты взаимоотношений внутренних мужчины и женщины. Например, когда женское подавлено, мужское тиранично. Внутренняя женщина хочет чувствовать, хочет жить в ритме души, по вдохновению, по чувствованию, но внутренняя мужская часть привыкла контролировать. Говорит: это все глупости, живи по правилам, быстрее, жестче, четче. В итоге тело болеет, эмоции гаснут, жизнь становится серой, душа закрывается. Другой вариант. Мужское ослаблено, женское дезориентировано. Внутренняя женщина чувствует вдохновение, желание перемен, но рядом нет внутреннего мужчины, способного сказать: «Я тебя слышу, пойдем, я проведу тебя туда». В итоге человек застревает. Он знает, чего хочет, но не знает как, с кем, откуда начать. Все рассыпается на уровне действия. Возникает ощущение растерянности, хаоса, эмоционального выгорания. Или еще вариант. Оба аспекта в конфликте. Женское говорит: «Я хочу почувствовать, остановиться». Мужское кричит: «Нет времени, двигайся». Женское просит: «Слушай свое сердце».
Мужское давит. Делай как все. В итоге внутренняя война. Ни одна из частей не чувствует себя услышанной. Все внимание во внешний мир, а внутри тишина, похожая на замороженность. Последствия внутреннего конфликта: мы делаем не свои выборы, теряем контакт с интуицией, боимся принимать решения, живем в чужих ожиданиях, не знаем, что хотим на самом деле, притягиваем партнеров, которые подтверждают эту нецелостность. Если ты часто делаешь по уму, но не чувствуешь радости, возможно, твоя внутренняя женщина потеряла голос. Если ты все чувствуешь, мечтаешь, но не воплощаешь, твой внутренний мужчина, может быть, ушел с поля. А если ты живешь в суете, спешке, раздражении, то, возможно, они вообще не разговаривают друг с другом. Мы часто думаем, что страдаем от других людей, от их черствости, слабости, критики, холодности, но правда в том, что они – наше зеркало, особенно партнеры. Что нас раздражает в другом? Где мы чувствуем злость, обиду, непонимание? Посмотри внимательно. Возможно, ты злишься на мужчину, что он бездействует. Но это ведь твой внутренний мужчина устал, исчез, потерял силу. Возможно, ты осуждаешь женщину за ее слабость и жалость к себе, а может, это твоя внутренняя женщина, которую ты давно не слышишь и не принимаешь. Хочешь узнать, в чем твой внутренний конфликт? Спроси себя, что меня бесит в моем партнере? За что я его критикую? Где я чувствую, что он должен быть другим? Ответ на эти вопросы – это и есть карта твоего внутреннего разрыва, твоя проблема и твоя боль. Когда мужчина кричит на свою женщину за эмоции, он, возможно, отрицает свою боль, которую не может прожить. Когда женщина упрекает мужчину за слабость, возможно, она сама давно не верит в своего внутреннего мужчину. Мы не просто ругаем друг друга, мы ругаем сами себя, свои теневые аспекты, те части себя, которые не хотим или не можем принять. Мы воюем не с партнером, мы воюем со своей внутренней половиной, которая осталась непонятой, непринятой, невосстановленной. Все конфликты снаружи – это просто кино, а сценарий этого кино написан внутренним разрывом между твоим мужским и женским. Только примирив их внутри, ты сможешь увидеть мир другим, потому что мир – это продолжение тебя. Все мы живем в отражающем мире. Что у нас внутри, то и в жизни. Не потому что виноват, а потому что так устроено пространство. Мир всегда возвращает нам то, где мы сами себя не видим, не слышим, не уважаем. Ты постоянно сталкиваешься с людьми, которые нарушают твои границы? Посмотри, а ты сам чувствуешь их внутри. Ты умеешь сказать «нет», когда не хочешь, скажем, маме или начальнику. Возможно, внутренний мужчина слаб или отстранен, он не поддерживает тебя, не держит границы, и это отражается вовне. Тебе попадаются партнеры, которые не решаются на шаг, не берут ответственность. Может, ты не доверяешь своему внутреннему мужчине? Не веришь, что можешь опираться на себя? Потому и притягиваешь таких же, чтобы это стало видно. Ты в паре с человеком, который черствый, холодный, безэмоциональный. А как у тебя с внутренней женщиной? Ты даешь себе чувствовать? Или сам давно подавляешь эмоции, потому что нельзя, неудобно, стыдно? Ты в отношениях с партнером, который слишком эмоционален, вечно требует? А может, твоя внутренняя женщина не услышана, не принята, не прожита, и внешний человек просто кричит за нее? Люди рядом не враги, они просто играют те роли, которые внутренние части нас не могут выразить иначе. Это не про вину, это про отражение. Мы живем в пространстве, где каждый встречный – это символ. Символ того, что в нас требует внимания, честности, любви. Пока ты внутри в себе в разладе, снаружи будет война. Пока ты не уважаешь себя, тебя не будут слышать. Пока ты не слушаешь свою женщину, будешь кричать на партнершу. Пока ты не опираешься на своего мужчину, ты будешь злиться на его слабость. Все, что ты осуждаешь, ты не принял в себе. Все, что ты любишь, ты пробудил в себе. В
В каждом из нас живут две энергии. Инь – мягкая, чувствующая, принимающая, вдохновляющая. Ян – ясный, структурный, защищающий, действующий. Когда эти энергии в гармонии, мы живем целостно. Но когда они в разладе, начинаются внутренние и внешние конфликты. Переход к себе, гармонии начинается не с больших решений, а с малого. Например, когда ты чувствуешь и не обесцениваешь свое чувство, а говоришь: «Я тебя слышу, ты важен». Это инь, внутренний женский аспект, говорит: «Мне больно». И ян, внутренний мужчина, не затыкает, не убегает, а говорит: «Хорошо, я рядом, мы не будем предавать себя ради удобства других». Например, ты устала на работе, но вместо привычного «все терпят и я потерплю» ты говоришь себе: «Мне плохо, я признаю это, я заслуживаю бережности, я возьму выходной». Другой пример. Когда ты хочешь и не отвергаешь желание, а говоришь: «Я доверяю своему импульсу, я разрешаю себе хотеть». Инь рождает мечту, творческий импульс. «Хочу учиться живописи». Ян отвечает: «Не глупости, а хорошо, начнем с малого. Запишемся на онлайн-курс, я помогу воплотить это желание. Ты давно мечтала рисовать? И вот идешь в магазин за кистями, как будто сама себя впервые поддержала». Другой пример. Когда ты боишься и не убегаешь от себя, а остаешься рядом. Инь говорит: «Мне страшно, вдруг не получится». Ян не уходит в жесткость, а говорит: «Да, страшно, но я рядом, и если ошибемся, упадем, поднимемся. Я тебя не оставлю». Пример. Перед публичным выступлением ты волнуешься, но ты не заглушаешь страх, не убегаешь, ты говоришь себе: «Я имею право бояться, но я все равно выйду, потому что мой голос важен». И тогда начинается встреча между твоей внутренней женщиной, инь, и твоим внутренним мужчиной, ян. Не борьба, а диалог. Он больше не требует от нее закрыть рот и терпеть. Она больше не плачет в одиночку. Они говорят: «Ты чувствуешь, я действую. Ты мечтаешь, я воплощаю. Ты жизнь, я путь». Что происходит, когда налаживается союз внутренних мужчины и женщины? Появляется опора. Я могу себе доверять. Возвращается вкус к жизни. Я не в бегстве, я в контакте. Отношения снаружи выравниваются, потому что тебя внутри больше не рвет на части. Баланс – это не вечное спокойствие. Это когда инь чувствует, а ян не боится это поддержать. Когда женское внутри не прячется и мужское не давит. Когда ты целый, и не надо, чтобы кто-то извне тебя дополнял, потому что все, что тебе нужно, уже живет внутри тебя. Когда ты целостен, и мир становится иным. Все, что мы видим снаружи, продление нас самих. Когда ты был в конфликте, мир давал тебе уроки. Когда ты был в хаосе, жизнь отвечала неопределенностью. Но когда внутри рождается союз между твоей глубиной и ясностью, между чувствами и действиями, между инь и ян, тогда внешний мир начинает отражать твой покой, уверенность и свободу. Люди рядом становятся другими. Ты вдруг замечаешь, тебя уважают, слышат, не вторгаются в твое пространство, потому что ты сам начал уважать и слышать себя. Внутренние границы стали крепкими, и они проявились во внешнем. Отношения становятся партнерскими, живыми. Ты больше не ищешь половинку, ты сам целый. И теперь встречаешь людей, которые приходят не чтобы дополнить тебя, а вместе создавать. Мужчина и женщина уже не играют сценарии боли. Они союзники, творцы, искренние соучастники пути. Ты замечаешь, что пространство начинает тебе помогать. Возникают случайные возможности встречи, поддержки. Это не магия, это внутренний резонанс. Ты больше не сражаешься с жизнью, ты танцуешь с ней в одном ритме. Когда ты внутри соединен, жизнь снаружи становится доброй. Там больше нет врагов,
есть отражение. Там нет испытаний, есть шаги твоего взросления. И чем глубже ты соединяешь свое инь и ян, тем светлее становится твоя реальность, потому что ты перестаешь жить чужой жизнью, а начинаешь идти своим путем. Дорогие друзья, если вам отзывается то, о чем мы с вами сегодня поговорили, буду рада, если вы отреагируете, напишите комментарий или поставите лайк за мою работу. Желаю вам прекрасного дня, отличного настроения. До новых встреч!